Глубоко в пустыне. Невада отчаянные поиски фермером воды привели к появлению чего-то, что на протяжении многих поколений ставило ученых в тупик. То, что появилось из-под поверхности Земли, было не просто водой. Это была таинственная сила природы, которая превратила бесплодный участок Земли в то, что выглядело как сцена с другой планеты. Прекратите это! Прекратите сейчас же! Отчаянные крики бригадира прорвались сквозь шипение пара, когда из только что пробуренной скважины хлынула обжигающая вода, заставив рабочих броситься в рассыпную в поисках спасения. Шел 1916 год, и то, что должно было стать обычным ирригационным проектом на скромном ранчо в Неваде, только что превратилось в хаос. Земля содрогнулась, когда вода, нагретая до экстремальных 200 градусов по Фаренгейту, поднялась высоко в воздух, создав опасную картину, которую никто не мог предвидеть. Владелец ранчо с ужасом наблюдал, как его мечты об успехе в сельском хозяйстве разлетаются в пух и прах. Вместо того, чтобы найти живительную воду, на которую они надеялись, там было 200 градусов по Фаренгейту, достаточно жарко, чтобы вызвать серьезные ожоги. Его инвестиции в скважину, предназначенные для спасения неурожая, вместо этого создали угрозу, от которой пришлось отказаться. Однако у природы были другие планы на этот провалившийся проект. Планы, которым потребовались десятилетия, чтобы полностью раскрыться. Новость об этом случайном открытии распространилась по местному фермерскому сообществу со скоростью лесного пожара. Одни назвали это проклятием, другие — скрытым благословением. Начали распространяться слухи о таинственных огнях и странных звуках, доносящихся с этого места по ночам. Наиболее суеверные местные жители шептались, что учения разбудили нечто, что следовало оставить в покое. Дни превращались в недели, а недели в месяцы, а кипящая вода продолжала литься безостановочно. У владельца ранчо не было иного выбора, кроме как огородить территорию, создав странное зрелище, которое позже станет знакомым многим. Закрытая зона у черта на куличках, из-за сетчатых ограждений таинственным образом поднимается пар. Настоящая трансформация только начиналась. По мере того, как горячая вода продолжала свой бесконечный путь к поверхности, растворенные минералы начали скапливаться вокруг устья скважины. Слой за слоем, год за годом, эти залежи полезных ископаемых превращались во что-то необыкновенное. Местные дети начали называть это место «монстром в пустыне», поскольку оно казалось им все более чужеродным. Они подзадоривали друг друга подойти как можно ближе к дымящемуся сооружению, хотя их родители строго запрещали им такие опасные приключения. На протяжении 1920-х и 1930-х годов таинственный колодец стал чем-то вроде местной легенды. Проезжающие здесь путешественники часто останавливались, чтобы полюбоваться на странное образование, растущее в пустыне. Некоторые даже утверждали, что это место обладает целебными свойствами, хотя подойти к нему достаточно близко, чтобы проверить это, было невозможно из-за опасных температур. Землевладельцы получали бесчисленные предложения от предпринимателей, желающих превратить это место в туристическую достопримечательность. Но они неизменно отказывались, возможно, понимая, что некоторые чудеса природы лучше не трогать. Прошло почти 5 десятилетий, и кипящий колодец стал частью местного фольклора. Затем, в 1964 году, сюда прибыла группа амбициозных предпринимателей, убежденных, что они смогут добиться успеха там, где потерпел неудачу фермер. Энергетическая компания увидела потенциал в геотермальной активности и решила пробурить вторую скважину неподалеку. Они привезли современное оборудование и опытных геологов, уверенных, что их научный подход даст лучшие результаты. Буровая бригада работала методично. Ее оборудование было более совершенным, чем то, что было доступно в 1916 году. Жгучая жара пустыни Невада не была чем-то новым для буровой бригады, но она продолжалась. В этот день что-то изменилось. Бур взревел, погружаясь все глубже в земную кору, и его вибрации
прогрохотали по земле. Рабочие перекрикивали шум напряженными голосами. «Давление подскакивает!» — крикнул техник, уставившись на датчики. Бригадир, вытирая пот со лба, наклонился, чтобы рассмотреть его поближе. «Выключите его! Мы заходим слишком глубоко!» Но прежде чем они успели щелкнуть выключателем, земля под ними резко вздыбилась. Воздух прорезал оглушительный треск, когда из скважины вырвался пар, за которым последовал взрывной фонтан обжигающей воды, поднявшийся на высоту более 200 футов. «Отойдите!» — закричал бригадир, размахивая руками, когда рабочие бросились в рассыпную. Буровая установка застонала под давлением, прежде чем рухнуть с оглушительным грохотом, разбрасывая металлические осколки. В земле разверзлись отверстия для ловли рыбы, выпуская клубы шипящего пара. В этом хаосе Дэн Картер, самый молодой геолог команды, заметил самописец, балансирующий возле расширяющихся трещин. «Нам нужны эти данные!» — крикнул он, но никто не осмелился пошевелиться. Вопреки приказу бригадира, Дэн бросился вперед, пробираясь сквозь клубы кипящего пара. Жар обжигал кожу, и каждый шаг казался рискованным, потому что земля уходила из-под ног. Он добрался до диктофона и схватил его как раз в тот момент, когда край обвалился. Земля снова застонала, и Дэн спрыгнул на твердую землю, приземлившись жестко, но сжимая устройство. Он с трудом поднялся на ноги, кашляя в удушливом тумане и, спотыкаясь, направился к команде. Когда позади них взревел гейзер, бригадир оттащил Дэна в безопасное место. «Ты сумасшедший, Картер, но эти данные могут нас спасти!» Команда стояла в ошеломленном молчании, наблюдая, как земля дает волю своей ярости. Казалось, история повторилась. Оглушительный рев вырывающегося пара был слышен на многие мили вокруг, привлекая толпы изумленных зевак, которые собрались на безопасном расстоянии, чтобы стать свидетелями потрясающего проявления природной мощи. Сейсмометры на близлежащей станции мониторинга зафиксировали сильные подземные толчки, вызванные повышением подземного давления. В то время как геологи с растущим беспокойством отмечали, что температура воды была значительно выше, чем предполагалось по их первоначальным оценкам, команда быстро поняла, что они непреднамеренно подключились к гораздо более обширной геотермальной системе, чем кто-либо предполагал. И это поставило под сомнение все их предыдущие предположения о потенциале этого участка. Компания отчаянно пыталась перекрыть скважину, но их усилия оказались тщетными. Давление было слишком велико, и вода нашла новые пути к поверхности, просачиваясь сквозь трещины в земле. То, что произошло дальше, на долгие годы поставило ученых в тупик и создало одну из самых уникальных геологических особенностей Северной Америки. Минералы в воде, особенно кальций, карбонат и кремнезем, начали образовывать структуры, которые, казалось, противоречили законам природы. Когда кипящая вода остыла и минералы выпали в осадок, они образовали террасы и бассейны самых разных цветов, которые больше походили на декорации фантастического фильма, чем на пустыню Невада. Но не только минералы были причиной такого впечатляющего зрелища. Крошечные организмы, называемые термофильными водорослями, процветающие в экстремальных условиях, раскрасили растущее образование в яркие оттенки красного и зеленого. Эти микроскопические художники приспособились к жизни при обжигающих температурах, которые убили бы большинство организмов, и стали невольными декораторами этого растущего памятника. Водоросли окрашивались в разные цвета в зависимости от температуры воды и содержания минералов, в результате чего получались живые, дышащие произведения искусства, которые менялись в зависимости от времени года и условий. Сооружение продолжало неуклонно расти и в конечном итоге достигло 12 футов в высоту и ширину. Окружающая территория превратилась в сложную сеть бассейнов с террасами, раскинувшихся на поразительных 74 акрах пустынного ландшафта. Каждый бассейн обладает своими собственными уникальными характеристиками.
Различные температуры и минеральный состав создают особую микроклиматическую среду. Местные фотографы, которые отваживались запечатлеть это явление, часто сталкивались с тем, что их снимки были встречены скептически. Конечно, эта потусторонняя сцена не могла быть реальной. Эти образования больше походили на декорации к научно-фантастическому фильму, чем на естественное явление в пустыне Невада. Некоторые даже обвиняли фотографов в манипулировании своими изображениями, не в силах поверить, что такая причудливая и красивая структура могла образоваться естественным путем. Ученые, изучавшие это образование, сделали еще более поразительные открытия. Доктор Каролина Муньос-Саэс, ведущий геолог в области геотермальных образований, в ходе своих исследований обнаружила нечто беспрецедентное. Уникальное сочетание минералов и температуры привело к образованию кристаллов кварца с невероятной скоростью. Процесс, который обычно занимает до 10 тысяч лет, происходил всего за несколько десятилетий. Гейзер не просто создавал красивые образования, он переписывал учебники по геологии. Быстрое образование кристаллов озадачило геологов всего мира. Традиционные модели минералообразования не могли объяснить скорость, с которой развивались эти структуры. Некоторые ученые предположили, что уникальное сочетание минералов, температуры и давления создало идеальные условия для ускоренного роста кристаллов. Несмотря на высокую температуру, ряд бассейнов стал домом для нескольких видов, которые приспособились к теплой воде. Птицы начали использовать этот район как место остановки для перелетов, создавая причудливый оазис в суровом ландшафте. Пустынные растения, обычно редкие в этом регионе, процветали во влажном микроклимате, создаваемом постоянным паром и теплой водой. Биологи были поражены тем, как быстро животные адаптировались к этой искусственной среде. Вокруг гейзера начали появляться виды, которые не встречаются в пустыне. Теплые водоемы привлекали всех, от мигрирующих водоплавающих птиц до пустынных амфибий, создавая невероятный заповедник посреди засушливого ландшафта. Владельцы недвижимости оказались в необычном положении. То, что начиналось как сельскохозяйственный коллапс, превратилось в случайную достопримечательность для туристов. Они начали получать запросы от режиссеров-документалистов, научных экспедиций и любопытных туристов, желающих своими глазами увидеть это геологическое чудо. Однако опасения по поводу безопасности и сохранности заставили их ограничить доступ, что сделало это место еще более загадочным и востребованным. Ограниченный доступ только добавил гейзерам загадочности. Ходили истории о ночных посетителях, которым удавалось подобраться достаточно близко, чтобы увидеть образование, освещенное лунным светом. И они описывали почти сверхъестественную сцену, когда сквозь серебристый свет поднимался пар, а цветные минералы, казалось, светились внутренним огнем. Затем, в 2016 году, началась еще одна глава этой странной истории. Некоммерческая организация Burning Man Project, известная своими ежегодными сборами в пустыне, увидела потенциал в этом неожиданном чуде. Они приобрели все 3 участка площадью 800 акров, включая гейзер, за $6,5 миллионов. Их видение выходило за рамки простого сохранения. Они хотели поделиться этим уникальным явлением со всем миром, защищая при этом его хрупкую экосистему. Приобретение ознаменовало поворотный момент в истории гейзера. Проект Burning Man привнес новую философию в управление объектом, которая сбалансировала доступ общественности и защиту окружающей среды. Они поняли, что это случайное чудо стало чем-то большим, чем просто провалившийся колодец или геологический курьез. Теперь это символ того, как человеческая деятельность и природа могут создать нечто экстраординарное вместе. Под их руководством это место превратилось в тщательно охраняемую природную достопримечательность. С апреля по октябрь небольшие группы могут присоединиться к прогулкам на природе с гидом, чтобы стать свидетелями этого замечательного случая вмешательства человека и природных процессов. Посетители должны соблюдать безопасную дистанцию. Температура воды все еще достигает опасных 200 градусов по Фаренгейту.
Но посетители могут увидеть радужные образования и дымящиеся бассейны, которые делают Fly Geyser уникальным местом. Гиды рассказывают не только о геологической истории этого места, но и о его культурном влиянии на регион. Они рассказывают истории о том, как разочарование первого владельца ранчо переросло в удивление, о неудачной попытке энергетической компании создать еще более впечатляющее сооружение и о бесчисленных людях, которых это случайное чудо вдохновляло на протяжении десятилетий. Бывший фермерский колодец создал нечто гораздо более ценное, чем источник орошения. Он стал шедевром природы. Пласт, который продолжает расти и изменяться, является потрясающим примером того, как ошибки могут привести к неожиданной красоте. Каждый день новые залежи полезных ископаемых увеличивают его размеры и сложность. Ученые подсчитали, что она растет на несколько дюймов в год, но скорость зависит от минералов, содержащихся в воде, и от того, как она течет. Недавние исследования показали, что минеральный состав воды слегка меняется в зависимости от времени года, влияя как на скорость роста, так и на окраску водорослей. В теплое время года теплолюбивые водоросли цветут более интенсивно, создавая более насыщенные цвета. В более прохладные месяцы скорость отложения минералов меняется, что влияет на характер роста структуры. История Fly Geyser стала символом того, как вмешательство человека в природу может привести к неожиданным и прекрасным результатам. Первоначальное разочарование от того, что вместо воды для полива мы нашли кипяток, превратилось в торжество созидательной силы природы. В настоящее время это место служит лабораторией для ученых, изучающих геотермальную активность, минералообразование и организмы-экстремофилы. Ученые-экологи приступили к изучению уникальной экосистемы гейзера, чтобы понять, как жизнь адаптируется к экстремальным условиям. Полученные результаты могут иметь значение для понимания того, как может существовать жизнь в суровых условиях на других планетах. То, что начиналось как отчаянная попытка фермера найти воду, стало ценным ресурсом для научных исследований и экологического просвещения. Сегодня флюгейзер – одно из самых уникальных природных чудес Америки, демонстрирующее, как человеческая деятельность и природа могут создавать нечто экстраординарное. Фермер, который в 1916 году добывал воду из скважины, и представить себе не мог, что его заброшенный колодец превратится в радужное чудо, которым восхищается весь мир. И вот, ребята, перед вами невероятная правдивая история о том, как поиски фермером воды привели к созданию одного из самых потрясающих геологических объектов Северной Америки. Что вы думаете об этом удивительном явлении природы? Видели ли вы когда-нибудь в своих путешествиях что-нибудь похожее на Fly Geyser? Дайте нам знать в комментариях ниже.